Представьте себе такую ситуацию. У двух женщин, Оли и Юли, бесплодие. Уже крови почти не осталось. Она уже забыла, что такое секс для удовольствия. Близость с мужем уже только для того, что это она умеет делать очень хорошо. В итоге, через год Юля забеременела и благополучно родила здорового мальчика. А вот у Оли последний потому, что анализы плохие, АМГ сильно снизился. В первом протоколе была гиперстимуляция яичников со всеми последствиями. Перестимулировали их. Потому что в действительности именно то, что мы говорим себе, реагируя на ту или иную ситуацию, и определяет главным образом наше настроение, чувства и будущую жизнь. Часто гораздо проще винить в своих чувствах что-то или кого-то, но никак не саму себя. Лучше ответственность переложить на других. А что, если муж уйдет от меня? А что скажут родители, если я никогда не рожу? Внутренний диалог обычно происходит настолько автоматически. Представьте себе такую ситуацию. У двух женщин, Оли и Юли, бесплодие. Они долго не могут забеременеть. У одной не получается больше 3 лет, а у второй больше 5. Обе прошли кучу обследований. Обе сейчас сидят у себя дома, и у каждой свои мысли. Оля суетится уже 3-й месяц, она готовится к ЭКО. Она бегает по врачам, бесконечно сдает анализы. Уже крови почти не осталось. Допоздна сидит в интернете, читает статьи, смотрит видео на тему здоровья яичников, бесплодия, беременности. Она уже забыла, что такое секс для удовольствия. Близость с мужем уже только для того, чтобы забеременеть. Короче, она в стрессе и в напряжении. И борется сама с собой. Это она умеет делать очень хорошо. А вот Юля уже устала бороться сама с собой. Она приняла ситуацию, приняла свое бесплодие, приняла то, что не может стать мамой. Короче, она расслабилась и начала просто жить. Получать удовольствие от жизни, от секса. Она записалась ко мне на консультацию после просмотра одного из моих видео. И в итоге, через год Юля забеременела и благополучно родила здорового мальчика. А вот у Оли был пролет с первым ЭКО, со вторым. Она до сих пор никак не может забеременеть. И опять собирается идти в третий протокол, последний, по словам врачей. Последний потому, что анализы плохие, АМГ сильно снизился. В первом протоколе была гиперстимуляция яичников со всеми последствиями. Перестимулировали их. Нужен ли ей этот 3-й протокол? Я не знаю. Может быть, у нее заложена программа быть несчастной и больной, о которой я говорил вот в этом видео. Все-таки ей прямо сейчас нужно немного подождать и настроиться на беременность. Ведь беременность, начинается прежде всего в голове и продолжается в теле, в матке, в вашей матке. К чему это все я говорю? А к тому, что в действительности именно то, что мы говорим себе, реагируя на ту или иную ситуацию, и определяет главным образом наше настроение, чувства и будущую жизнь. Часто это проговаривается настолько быстро и автоматически, что мы даже не замечаем этого. И у нас создается впечатление, что именно внешняя ситуация заставляет нас испытывать подобные чувства. Но на самом деле именно наши интерпретации и мысли о происходящем как раз и формируют эти чувства. Иными словами, вы сами в значительной степени ответственны за то, как вы себя чувствуете. Естественно, за исключением физиологических факторов, например, болезнь или отсутствие труб. Также ответственны за ваши эмоции на ту или иную ситуацию, за свои эмоции. Это очень глубокая и важная вещь. И иногда требуется достаточно много времени, чтобы до конца понять это. Часто гораздо проще винить в своих чувствах что-то или кого-то, но никак не саму себя.
Лучше ответственность переложить на других, ну, например, на врачей, чем брать на себя ответственность за собственные реакции и последствия этих реакций, этого реагирования на то или иное событие. И все же именно благодаря готовности взять на себя ответственность вы начинаете постепенно брать ее и отвечать за свою интересную жизнь. Осознание того, что именно вы главным образом ответственны за свои чувства и события, дает вам силы, как только вы полностью принимаете это. Это самое важное, что требуется понять, чтобы вы могли жить счастливой, наполненной и спокойной жизнью. Люди разными страхами, паническими атаками и различными видами генерализованной тревоги, да и просто постоянной тревоги по утрам, по ночам, особенно склонны к негативным внутренним диалогам. Тревога может возникнуть в любой момент, если у человека в голове постоянно крутятся следующие слова: «Что если?», «А что если это?», «А что если то?». Любая тревога, которую вы испытываете, ожидая столкновения с непростой ситуацией, вызвана вашими собственными «а что если» утверждениями, обращенными к самому или самой себе. Когда вы решаете вообще не соприкасаться с ситуацией, скорее всего, из-за этих страшных для вас вопросов, которые вы задали сами себе. А что, если у меня случится паническая атака? А что, если я не справлюсь? А что, если я никогда не забеременею? А что, если муж уйдет от меня? А что скажут родители, если я никогда не рожу? А что подумают другие люди, если моя тревога станет слишком заметной? А что, если врач плохой и поэтому неудачный протокол? И миллион других «а что, если?». Чтобы от этого избавиться, прямо с сегодняшнего дня начинайте просто отслеживать свои мысли, когда вы начинаете думать этими категориями «что если?». И это на самом деле первый шаг к тому, чтобы начать контролировать свой негативный внутренний диалог. И реальные изменения происходят тогда, когда вы начинаете противопоставлять и заменять негативные утверждения «что если» позитивными и самоподдерживающими утверждениями, которые усиливают вашу способность справиться с любой ситуацией. Например, вы можете подумать так: «Ну что из того? Я знаю, что у меня все будет хорошо». Или скажите себе: «Это всего лишь мысли». Или «Это простой разговор, который вызывает у меня страх». Или «Я смогу справиться». Или «Я способна или способен дышать, видеть, ощущать, и я способна отпустить это все и расслабиться». А сейчас давайте рассмотрим основные моменты, связанные с вашими внутренними мыслями, с внутренними диалогами, после чего я вам расскажу о типах саморазрушительных внутренних монологов. Смотрите, внутренние диалоги – базовые принципы для вас. Внутренний диалог обычно происходит настолько автоматически и незаметно, что вы просто не замечаете ни самого диалога, ни того, как это влияет на ваше настроение и чувства. Вы реагируете, не замечая того, что сказали сами себе прямо перед тем, как отреагировать. Или реакция ваша на основе образа, который вы подумали, как правило. Только когда вы расслаблены, делая шаг назад и действительно, по-настоящему анализируя то, что вы сказали себе, вы можете увидеть связь между этими внутренними диалогами и собственными чувствами. Важно то, что вы можете научиться снижать темп, обращая внимание на свой негативный внутренний монолог. Внутренние диалоги часто появляются в телеграфной форме. Одно короткое слово или образ содержит в себе самые разные мысли, воспоминания, образы, ассоциации. Например, вы чувствуете, как
сердце начинает колотиться все сильнее, 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 сильнее. И сразу же говорите себе: только не это, только не это. И в этом только не это всего несколько мгновений. И эти несколько мгновений – это множество самых разных ассоциаций, мыслей, образов по поводу панической атаки, по поводу мыслей о будущем, воспоминаний о предыдущих ситуациях или панических атаках, или неудачах ЭКО, неудачах забеременеть и мыслей о том, как избежать всех этих ситуаций. Идентификация внутреннего диалога может потребовать разъяснения различных мыслей из какого-то одного слова или образа. Внутренний диалог, когда человек испытывает тревогу и страх, как правило, иррационален, но почти всегда кажется вам правдой. Мышление в такой парадигме, как «что если», может привести к вас к ожиданию худшего возможного результата в данной ситуации, что вряд ли, скорее всего, произойдет на самом деле. Вы же не можете предсказывать будущее. Например, «А что, если я не забеременею?» ведет вас к репродуктологу и далее в протокол ЭКО, и далее к необратимым. И поскольку ассоциации происходят настолько стремительно, все это не вызывает никаких вопросов и сомнений. То есть вы сами себя убеждаете, что это нужно делать. Вы сами себя убеждаете, что это нужно делать. Трудно оценить обоснованность убеждения, которое вы едва до конца осознаете. Вы просто принимаете все как есть. Негативный внутренний диалог закрепляет механизм избегания. Вы говорите себе, что такая ситуация, как проехать по автостраде на разрешенной скорости, или перестать пить дюфастон, или фимастон, или утрожестан, опасно. И поэтому старайтесь избегать этого. Пьете дальше. Побочных эффектов все больше. Продолжая избегать ее, вы укрепляете собственную мысль, что это опасно. Вы можете даже проецировать некоторые образы катастрофы, которые связаны с какой-то конкретной ситуацией. Иными словами, любые внутренние диалоги, когда вы испытываете тревогу, ведут к избеганию, а избегание, в свою очередь, порождает дальнейшие тревожные внутренние диалоги и так по кругу. И что интересно и важно, внутренний диалог может спровоцировать или усугубить приступ панической атаки, а также усилить вашу тревожность и стресс. Ваше тревожное состояние часто начинается с симптоматики общего физиологического возбуждения. Например, учащенное сердцебиение, чувство тяжести в груди или потные ладошки. С биологической точки зрения это естественная реакция организма на стресс. Эта реакция называется бежать или бороться. Она свойственна всем млекопитающим, в том числе и человеку, когда они, в том числе и человек, сталкиваются с определенной угрозой. И в этом нет ничего ненормального или опасного. Однако эти симптомы могут напоминать вам о предыдущих приступах панических атак и тревоги. И вместо того, чтобы просто позволить физиологической, телесной реакции возникнуть, достичь определенного пика, понаблюдать за ней, и через некоторое время она просто пойдет на спад, все эти тревожные внутренние диалоги, то есть то, что вы думаете, приводят к еще более интенсивной тревоге и паническим атакам. Опять это произойдет. А что, если я потеряю контроль? У меня ничего не получится. Мне придется как-то выходить из этого положения. Все эти внутренние диалоги, которые связаны с вашим внутренним страхом, еще больше усугубляют первоначальные физические симптомы, что в свою очередь является причиной дальнейших действий, разговоров и мыслей, которые вызывают страх, и последствия, негативные последствия. Сильный страх, тревогу и панику вполне можно прервать, или же она может быть не такой интенсивной, если при самых первых признаках симптомов вы постараетесь так или иначе успокоиться. Я способна или способен принять происходящее, даже если мне некомфортно. Я способна принять ситуацию, даже если у меня ничего не получится, даже если я не забеременею.
Я позволяю своему телу делать то, что оно хочет. Я справлялась раньше с этим, поэтому и справлюсь сейчас. Или же это просто взрыв адреналина, который может сойти на нет через несколько минут. Помните, что негативные диалоги – это своего рода вредные привычки. Вы не рождаетесь с предрасположенностью к внутренним диалогам, которые вызывают у вас страх. Вы учитесь так думать. Поймите, вы учитесь так думать. Точно так же, как вы способны заменить нездоровые привычки в поведении, например, курение, моргание глазами, открывание рта или злоупотребление кофе, заменить более позитивными моделями поведения. Точно так же вы можете заменить нездоровое мышление более позитивными, поддерживающими взглядами. И не забывайте о том, что выработка позитивных умственных привычек требует такого же упорства и практики, которые необходимы для овладения новыми моделями поведения. Я уверен, что у вас получится наладить контакт с собой, и вы придете к здоровой и благополучной жизни. Впрочем, вы уже сами в процессе этого. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал. Мне будет очень-очень приятно. Я желаю вам счастья. До встречи. Когда у вас будет возможность, вы можете позволить себе записаться на платную онлайн-консультацию или очную консультацию по видеосвязи или ко мне, или к другому психологу или психотерапевту. И уже на этой или следующей неделе начать восстанавливать свое здоровье. И физическое, и психическое, и душевное. А я желаю вам счастья и здоровья, как всегда. Ваш доктор Павел Сапегов.